Всем доброй ночи, друзья мои. У меня к небесной канцелярии есть только одна претензия. Почему в сутках 24 часа? Я не успеваю дать столько, сколько хотелось бы. Особенно, когда сегодня написали все. Я попросила людей, которым я не ответила в ближайшие дни, мне напомнить. Но мне написали, наверное, я даже не знаю, 1000 с чем-то человек просто написали, потому что услышали, что надо писать. Вот сказала бы, деньги мне отправьте, столько бы не отправили никто. Люди слышат то, что им удобно и выгодно. Но, естественно, я физически просто не смогу, я не робот, всем ответить. Буду потихоньку в несколько дней это все выгребать. Сегодня я хочу вам подарить работу на оздоровление. Я дарила много таких работ, и они очень помогают успешно. Вот поэтому хочу еще подарить такую работу, потому как физическое здоровье, естественно, это очень, очень важно, если не сказать, один из главных аспектов жизни человека. Если у человека нет здоровья, то ни деньги, ни богатство, ни успех, абсолютно не радует. Человеку для качественной жизни нужно и здоровье. Нужно свободное передвижение, зрение, слух, обаяние. Неправильно сказала. Обоняние. Правда, и обаяние тоже нужно, да, для успеха. Но здесь больше о физиологии речь. Заменить, естественно, нельзя. Нельзя лечение этим заменить. Ни в коем случае, потому как мы живем в 21 веке, и медицина, в принципе, развита. Да, не всем доступна, к сожалению, потому что у нас, увы, в министерствах сидят не совсем понимающие в медицине люди, постоянно издают какие-то указы, которые не помогают никак увеличению врачей. У меня такое ощущение, что это делается как специальность, чтобы частных клиник было больше. Но частные клиники, они не лечат. В очень редких случаях, если там есть совестливые люди. Если там есть цель вылечить людей за доступную плату. Чаще всего частные клиники, они придумывают разные болезни, берут огромные деньги, и результат бывает плачевный. Увы, нету контроля. Закрылись, ушли, новые открыли. Это факт, с которым приходится считаться. Поэтому я рада, что в наших государственных больницах сделали и платный отдел. То есть это точно такая же, доступная более чем в частных клиниках, естественно. Но, по крайней мере, ты знаешь, что там настоящие врачи. И, естественно, когда объединяется магия и медицина, то происходит чудо. Нельзя ни в коем случае забывать о лечении. Никто не имеет права вас лечить, кроме врача. Это учитывайте. Никто. И народная медицина, и прочее, вы можете просто это время проморгать. То время, которое позволяет спасти организм, а потом может быть поздно. Поэтому не рискуйте. Но если вы лечитесь и заодно проводите работы, если у вас хронические заболевания, которые, бывает, обостряются, потом уходят, то есть они вроде не смертельные, но мучают. Или просто оздоровить организм после 30, особенно после 40 и прочее. Оздоровление организма очень немаловажную роль играет. Мы стареем, как и все.
Это мы в детстве думали, что наши бабушки и дедушки прям такие родились. Теперь-то мы понимаем, что это не так. Поэтому организм, он всегда нуждается в оздоровлении, особенно в среднем уже и таком бальзаковском возрасте. Издревле делали перекиды на куклы, на живых существ, на рептилиев, чаще всего змей, лягушек, жаб. Заговаривали, скидывали на них, скажем, грудную жабу, различные другие заболевания, ангину, когда ребенок все время болеет ангиной, никак не получается, ну вот как бы лечат, опять начинается, даже врачи начинают говорить, вы можете найти какую-нибудь бабушку и заговорить, это заговаривается, потому что врачи тоже как бы родились, выросли среди народа, и их тоже в детстве водили к бабушкам заговаривать пупочную грыжу или еще что-нибудь. И они прекрасно понимают, что это существует. Хочу вам подарить работу, которая поможет вам время от времени оздоровиться и перекид делать своих болезней на куклу. Сейчас этого красавца покажу вам. Вот на такого тряпочную куклу, тряпичную. Вот она. Берете, значит, любой материал, любого цвета, не имеет значения. Внутри могут быть лоскуты ткани, внутри могут быть шерсть или вата, что хотите. На человека похожее нечто шьете. Можете купить, есть готовые. Например, на сайтах, там везде можно там купить тряпичную куклу. Можно такую, можно там мотанки, например. Но она должна быть из тряпки, без ничего, без глаз, без лица, без черт каких-либо, без других деталей. Вот именно только тряпка. Значит, вот такую вот куклу берете. Но перед этим нужно вам делать еще кое-что. Зайти в лес или в лесополосу, или в какую-нибудь лесопарковую зону. Найти бурелом. Если кто не знает, объясню. Просто не все владеют там русским языком в совершенстве. И, естественно, этим людям нужно объяснить, и ничего тут такого нет. Сломленное бурей, если так перевести, да? Дерево, которое упало от ветра. Старое, новое, не имеет значения. Значит, сломайте там, разломайте несколько веток. Принесите домой и высушите. Можете там в газовую духовку положить там на несколько минут. Но чтобы она хорошо горела, потому что вам нужна будет лучина. То есть, чтобы горела. Ну, сколько там? 6, 7, 10 штук. На всякий случай с запасом сломайте. Возьмите немного, значит, частицы этого дерева. Бурелома. Именно дерево, которое упало. Везде они есть. Нет такого леса, что буреломов не было. Но если только там лесопарковая зона и очищается, ну там, может быть, не найдете посреди города, там обычно убирают все время, следят за этим. А именно лес, в лесу полно их. Сломленное, упавшее дерево. Разломайте несколько веток или... Ну, в общем, сделайте такие... Высушьте, чтобы были лучины. Можете взять... Ну, дома, например, для розжига вот это вот, как они называются, не знаю, на дачу покупают, забирают, для того, чтобы, ну, чуть получше сгорело, там возьмите какую-нибудь емкость, немного перелейте туда и можете макнуть и как бы зажигать, чтобы получше сгорело. Потому что не все деревья, есть различные, скажем, сорта деревьев. Не все они хорошо горят. Поэтому, ну, чтобы не было проблем с этим. Итак, что мы делаем? Проводить
нужно в темное время суток. Ну, летом чуть позже начать, где-то к 10 вечера, наверное. Сейчас можете в 4 уже начать, уже солнце садится. Учитывайте, потому что 3 часа вы должны эту куклу в себе носить. За пазухой. Там, где у вас солнечное сплетение. Суете под майку. И нужно 3 часа держать. Больше можете, меньше нет. Можете засечь время, если переживаете. Потому что она будет забирать, эта кукла, ваши болезни на себя. И в других работах, ритуалах, если нужно сжечь, в этом нет. В этом ритуале сжигать не нужно. Нужно вынести и выкинуть. Либо отдать реке, либо положить под дерево. Ни на кого это не перекинется, потому что вы не делаете перекид. Запомните, в магии ничего случайного не бывает. Это точная наука. Одно слово не так скажешь, получится по-другому. Просто так ничего не бывает. Если человек целенаправленно не направляет свои слова на перекид какой-либо болезни, даже если вы 1000 раз заберете такие куклы там или что-то другое, на вас ничего не перекинется, потому что не было прямого назначения этого ритуала для перекида. Понимаете? В магии каждое слово имеет значение. Там сказано, кто возьмет, себе заберет. Нет, значит, не заберет ничего. Да и если вы унесете куда-нибудь под дерево, киньте эту куклу вместе с откупом, навряд ли к этому дереву долгое время кто-то приблизится. Ну, может, собаки порвут и все. Итак, значит, первое. Как только садится солнце, 6 черных свечей полукругом зажигаете. Пока эти лучины не надо трогать, они пускай лежат, все подготовьте. Берете эту куклу, кладете за пазух, держите. Ну, женщинам проще, у нас лиф можно надеть дома, хотя мы дома особо не любим носить, нам свобода нужна. Но в любом случае для этого дела можете, ну, вот туда сунули, и все, спокойно держится, никому не мешает, и ему хорошо, и вам весело. Вот. Значит, кладете за пазуху, там, где солнечное сплетение. Считалось издревле, что душа находится в солнечном сплетении всегда. И там концентрируются все страхи, все сомнения, все. Знаете, когда человеку страшно или какое-то предчувствие, всегда в солнечном сплетении. Вот как-то такое ощущение, что-то я прям не могу места себе найти, какой-то страх. Вот там где-то созревает этот страх. Хотя на Востоке, например, считалось, что душа живет в печени человека. Отсюда и название, то есть выражение с Востока. Ты у меня сидишь на печенках. То есть над душой сидишь, мешаешь мне жить. Ну и еще и джикяр, как называют на Востоке, ласкательно, если так напрямую перевести печень моя, и это очень смешно звучит. А на самом деле, ну, душенька, душа моя. А душа считалась, что живет в печени, понимаете, человека. То есть, как бы там ни было, где бы она ни была, душа, и страхи, и ужасы, и наши все сомнения и болезни, в любом случае оно в нашем теле, пока мы живые люди. И поэтому, значит, кладем эту куклу за пазуху и читаем 6 раз этот заговор. После того, как вы начитали 6 раз заговор, встаете и начинаете зажигать от дерева эти лучинки. Вам нужно 6 раз, опять же, почитать заговор следующий, второй. Поэтому учитывайте, либо 6 штук возьмите этих палочек, либо можете одну большую, чтобы она вот ее хватило на 6 раз. Если она будет гаснуть, ничего страшного нет. Зажигайте вновь. Не надо переживать по этому поводу. Значит, начинайте, ну, можете даже вот в какую-то емкость это все дерево кинуть, сверху побрызгать немножко этой смесью и зажечь.
Рядом держите всегда стакан с водой или бутылку с водой. На всякий случай в таких ритуалах. Потому что огонь, как правило, бывает очень агрессивный. Потому что вы сжигаете, убираете негатив. Вы это не видите, естественно, в пространстве оно есть. И это очень едкая такая энергия, которая может разозлить огонь. Огонь бывает агрессивный. Это на всякий случай. Ну, пока что такого не пригодилось мне. Ну, я тоже на всякий всегда ставлю рядом. Всякое может быть. Мы имеем дело с потусторонними силами, а это непредсказуемо. Далее. 6 раз начитали, оставляйте догореть эти лучины. И 3 часа вы должны с этой куклой походить. Если вы сделаете ночью, я даже не знаю, ложитесь спать, наверное, там и 3 часа пройдет, и больше, это уже на следующий день унесете и оставите. Вот просто, как бы сказать вам, лучше, конечно, сделать это так, рассчитать время. Ну вот на выходные взять, пока вы уборку делаете дома, вот ее сунули туда под майку, своими делами занимайтесь, а потом время подошло, выносите, оставляйте под дерево и говорите следующие слова. Вот. Ну, сейчас не буду читать, потому как в процессе объясню, что и как делается. Значит, говорите следующие слова, оставляя эту куклу, кидаете 6 монет со словом «откупаюсь» и уходите. Очень хорошо помогает, очень хорошо надолго убирает. Когда я время от времени себе, как тот самый сапожник, который без сапог, вот доходит до меня руки, до себя любимой, в кавычках, я что-то подобное делаю, у меня начинает уходить. И как бы нервный тик, вот чувствую, чуть-чуть ушло. Начинает уходить мигрени, головные боли, вот надолго очень забываю. Вот хронические болезни, собственно. Видите, не убивает, но мучает. Вот от них можно. Есть хронический гастрит. Да чего только нету. Да и вообще, время от времени оздоровиться, чтобы оно вытянуло с вас вот все эти сомнения, усталость, какие-то нехорошие сны, предчувствия и так далее. Почему бы нет? Тем более, что от вас не требуется идти найти какие-то хвосты зеленых павиан, правда? Я стараюсь дать людям такие работы, которые доступны, потому что магия изначально была аскетичной. Изначально. Это для мастеров более сложные работы. Да и вообще во все века старались поменьше посвящать людей в это все, потому что знали природу человека, а это все использовать во вред, понимаете? И поэтому иногда мастера специально усложняли это все, чтобы невозможно было, недоступно. Вот думает, ой, хвост какой-то обезьяны надо найти, какие-то там 45 перьев каких-то экзотических петухов. Не, я это не смогу. Чтобы отвести человека подальше от этого всего. Вот почему я говорю, что вот эти все школы магии и прочее, это полная туфта и лохотрон. Понимаете, ну невозможно этому учить. Да и не надо вам это все. Это настолько тяжкая судьба. Зачем каждой женщине вот лезть в магию, именно в том понимании, в колдовство. То, что вы делаете, это магия. А то, что я делаю, это колдовство называется. Это уже темные дебри. А магия, она всегда была бытовая магия. Заговаривали болезнь, заговаривали там от сглаза, что там катали яйцами и так далее. На бытовом уровне она всегда была, есть и будет. И она во всем присутствует. Все наши похоронные, все наши традиции, свадеб, там, рождения и так далее, это все магия. Это все дохристианское, доисламское поверье, которое где-то адаптировалось, где-то слилось воедино, а где-то осталось так отдельно, все равно осталось, понимаете? Итак, магия, с одной стороны, если с латыни перевести magic, которое потом в английское слово превратилось, мудрость или волшебство,
ну, например, на Востоке, и мне уже заплетается язык, потому как есть повод. Да, вот. Ой, ну, насмешили меня люди, конечно. Здравствуйте, вы сказали написать. Я говорю, я не сказала всем написать. Всем, кто хочет, пишите. Я отдельным людям сказала. Ну ладно, все, забыли. Так вот, на Востоке, ну, в частности, например, в армянском языке, что один из древнейших языков мира и Востока, слово «могутюн», и маг или колдун называется «мог». От слова «могущество», «мочь», «могение», «умение», «суметь», «смочь», «мог». Понимаете? Он так и называется до сих пор. Между прочим, очень много общих слов. Ну, арийские народы, у них общее происхождение, хотя одни ушли на восток, другие на запад, но в любом случае. Итак, значит, куклу положили за пазуху, где солнечное сплетение, под майку. Можете какой-нибудь взять там, ну, не знаю, пояс от халата и вот так вот связать слегка. И вот так вот, это для мужчин, чтобы она не упала. Не знаю, можете в спортивку поднять вот высоко и туда вот так вот, чтобы она была за пазухой, где солнечное сплетение. Ну, различные варианты. Изолентой и клей-момент не советую туда проклеить. А хрен его знает, кому-то в голову придет, у нас народ изобретательный. 6 раз читайте. Итак. Я выселяю тебя, хворь. С меня уйди, да на куклу перейди. Тело кукольное к телу моему липни, всю мою хворь себе забери. Из ретивого сердца, из буйной головы, из ясных очей, из белых костей, из красной крови, из черной печени, из рук и ног. Твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы. В куклу перейди, да меня освободи, а кукольное тело крепко-накрепко держи. Заклято. Я выселяю тебя, хворь. С моего тела уйди, да на куклу перейди. Тело кукольное к телу моему липни, всю мою хворь себе забери. Из ретивого сердца, из буйной головы, из ясных очей, из белых костей, из красной крови, из черной печени, из рук и ног. Твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы. В куклу перейди, меня освободи, а кукольное тело крепко-накрепко держи. Я выселяю тебя, хворь, с меня уйди, да на куклу перейди, фу ты уже. Тело кукольное к телу моему липни, всю мою хворь себе забери, из ретивого сердца, из буйной головы, из ясных очей, из белых костей, из красной крови, из черной печени, из рук и ног. Твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы. В куклу перейди, меня освободи, а кукольное тело крепко-накрепко держи. Заклято. Я знаю уже вопрос, а детям можно провести? Если у вас маленький ребенок, можно, конечно, если не вытащит ручками. Ну так, сделать, перевязать, чтобы и ребенку было комфортно, ну и чтобы не вытащил ребенок, не поиграл. Начитать, но начитать на его имя. Не к телу моему, а к телу такому-то там Ивану, Елены, к телу прилипни, да, и всю хворь себе забери. Это кукле обращение, но называть нужно не себя. Но я думаю, взрослых людей учить не надо. Если не я, так как бы по-другому немножко звучание. Но если это большие дети, вот до 15 лет можете провести. Дальше уже ребенок взрослый, он сам может начитать.
можете переписать, дать, если захочет это сделать, то сделать. Унести, откупиться может мать. И окуривать лучинами бурелома вторую часть тоже может сделать родитель. Просто если ребенок уже взрослый и сам может почитать, вот уже после 15 лет, они могут сами это сделать. Первую часть с куклой. Окуривать, унести, оставить, откупиться может мама. Ну, потому что в основном это матери делают. Сейчас я могу сказать, дедушки, бабушки и... Ну, бабушки тоже сделают, да. Но отцы и дяди и прочие навряд ли будут делать, поэтому смотрим правде в глаза. Делают это в основном женщины. Читать надо 6 раз, я читаю, 4 раза, наверное, хватит. Я выселяю тебя, хворь, с меня уйди, да на куклу перейди. Тело кукольное к телу моему липни, всю мою хворь себе забери. Из ретивого сердца, из буйной головы, из ясных очей, из белых костей, из красной крови, из черной печени, из рук и ног, твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы. В куклу перейди, меня освободи, а кукольное тело крепко-накрепко держи, заклято. Переходим ко второй части. Зажигаем эту лучину с бурелома и говорим. Бурелома буря сломила. Свалила, извиняюсь. А я свои болезни свалю. Да, одолею, истина. Если для себя проводите, конечно, все это читайте для себя и вы. Если для ребенка, уже объяснила, для маленьких детей полностью все делаете, а ребенок, значит, после 15 лет первую часть с куклой может прочитать сам, а вторую и третью часть может делать мама. Буреломом буря свалила, а я свои болезни свалю, да одолею, истина. Но если для ребенка, естественно, бурелома буря свалила, а я болезни сына или дочери свалю, да одолею, истина. Вот так. Бурелома буря свалила, я свои болезни свалю, да одолею. Вот ты. Истинно. 6 раз начитали и оставьте, пускай догорает. Через 3 часа эту куклу, даже если это на ребенка начитали, постарайтесь особо не касаться. Ну, просто киньте какой-нибудь пакет, попросите вытащить, кинуть в пакет. Если это маленький ребенок, придется вам вытаскивать, кидать туда. Просто киньте и унесите. Ничего такого не будет, но недолго оставляйте дома. Это надо делать в один день, желательно. Или ночью сделать и утром вынести тогда. Утром в обед, то есть вынести. Выкинуть под дерево. И говорите 6 раз. Твоя душа вместо моей души. Твоя голова вместо моей головы. Твое тело вместо моего тела. Истинно так. Заклинаю. Дальше. Твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы, твое тело вместо моего тела. Истинно так, заклинаю. Твоя душа вместо моей души, твоя голова вместо моей головы, твое тело вместо моего тела. Истинно так, заклинаю. Если откупаете за ребенка, естественно, твоя душа вместо души моего сына, там, Ивана. Там, твоя голова вместо головы моего сына Ивана. Это имеется в виду, что вы вот все, что есть, сняли с тела, с головы, отовсюду и выкинули. Что вместо вашей головы и вашего тела пусть кукольное тело страдает. Вот о чем речь. Кинули 6 монет и говорите. Откупаюсь. Уходите без оглядки. И вы заметите, что постепенно ваше состояние улучшится. Уже в тот же день, когда вы будете проводить эти 3 часа ходить с этой куклой, первое, что у вас случится после этого заговора, и не только у вас, и у вашего ребенка, если он проведет, это туалет, очищение организма.
И может это длиться все 3 часа, пока эта кукла на вас. Это полное очищение организма. У вас даже будет ощущение, как будто вы заболели. У вас и начнется и грипп, и горло заболит. Все просто обострится, все болезни, которые у вас в организме есть. И как только эту куклу вытащите, оно резко, мигом прекратится, это все. Словно она забрала, не словно, а заберет. И через некоторое время, вот, в течение дня и дальше уже вы почувствуете гораздо лучше себя, и это принесет облегчение. Ноги болят, венозные. Это не панацея от всех бед и не волшебная таблетка. Вы должны это понимать. Время от времени нужно повторять. И лечиться нужно. Но иногда такие работы могут на очень долгое время помочь организму справиться. Просто хочу сказать, что бывали случаи, когда врачи говорили, как ваш организм вытерпел, люди от этого умирают, как? У нее не было возможности долгое время, она брала мои работы, делала, но они жили в зоне боевых действий, не могли выехать люди. И вот она делала некоторое время, у нее прямо остановилось, у нее не перешло ни в гангрену, ничего. Удивились врачи, что организм просто держался, понимаете? А вот именно благодаря вот этим вот перекидам, очищениям, оздоровлением и так далее, продержался человек до того, пока не дошел до врачей, по крайней мере, инвалидом не осталось. Уже хорошо. Всем удачи, всех благ и не болейте. Болеть нынче очень дорого. Да вообще сейчас все дорого. И умирать дорого, и все. Я помню, в 90-е у нас соседка померла зимой, и бабушка говорит, ты не стыдно ей помереть в такое время? И зима, и земля такая мерзлая. Сейчас эти ребята бедные будут там копать. И денег нет, у них семья, там что-то случилось, и у сына Дея. И вот взяла и померла, и не стыдно ей. Я говорю, женщина, у тебя совесть есть? Она бедная, чем может? Ну вот, могла бы и потерпеть немного. Да, вот так вот. Всем удачи.